Добрый день, друзья. Давно меня интересовала тема вот таких вот кинетических конструкций из дерева. Ну, к примеру, вот возьмем, да, это типа вот часов, что-то такое. Насколько это все реально работает, ну, я как бы не имею опыта такого сказать. Ну, вот возьмем тут 42 фунта. Посмотрим, что же здесь такое, да. Ну, как бы вот он работает, показывает, что работает. Значит, наверное. Но видно, что это лазерная резка, фанера, лазерная резка. Ценность здесь только то, что конструкция сама по себе работает, да. Не знаю, насколько это все точно, но работает. Можно их, видите, вот разными вот так делать. Ну, довольно-таки красиво, я скажу, да. Вот это получаешь как конструктор, а потом все это собираешь. Есть разные, такие, которые, ну, скажем так, да, и по цене. Ну, на данный момент художественной ценности какой-то, ну, не представляет. Обыкновенная фанера разрезанная и все. Но сам факт, да, как она сделана, да, вот это очень, очень интересно. Все. То есть вот, да, вот смотрим. Цена 166 фунтов. Ну, как бы, ну, не знаю. Стоит ли это этого? Но как конструкция самой интересная, поэтому мы будем говорить дальше не о цене, за сколько можно продать, продается, не продается, как бы это вопрос второстепенный на данный момент. Меня интересуют рабочие ли эти конструкции. В интернете можно скачать разные там, ну такие я не видел, но такие вот попроще, да, вот я нашел пару проектов. Вот тут, да, вот мы видим, да, вот он вообще имеет одну стрелку, да, то есть это как 1400, где-то вот так 1500 года. Вот такое вот все. Я не знаю, это рабочее или не рабочее. Ну, это вот видите, дигитал. Это значит просто чертежи. Я как-то скачал 3D модели, заплатил за них 50 фунтов, спрашиваю человека, они проверены, да, все как надо. То есть как бы, да, все хорошо. Взял, резал нарды и пробил доску. Смотрю потом внимательно, а там такие вот, как дырочки маленькие-маленькие, глубокие. Визуально так ты их практически не видишь, да, если не знаешь, то ты их не увидишь. Поэтому с тех пор все проверяю досконально. Так и здесь. Это может быть он нашел где-то, скачал там и все, и продает. Это его право уже. Насколько это все верно и все. Где-то я видел такие модели, да, еще с авторскими правами. Что... Господи, я сижу и думаю, может быть и авторские права на колесо поставить, что ли? Принцип, если это возьмем часы, да, это принцип практически. Ничего нового они не изобретают, да, изготовляя часы, ну, деревянные, скажем, да, так. Поэтому я не считаю, что здесь должно быть какое-то авторское право. Может быть, на них. Ну что ты тут можешь придумать такое, что вот можешь претендовать на авторское право? Ну ладно, в принципе, почему, да? Вот скажите, да, это же было бы интересно иметь дома такие часы на стене. Если они там с определенной точностью ходят, то что позволит вам, скажем, там раз в день их подправлять, ну как бы все равно прикольно, да? Иметь что-то такое дома. Гости точно вас не забудут. Они могут забыть вашу квартиру. Но вот скажут там, допустим, у Вани, у Коли, я видел вот такие часы, там все это интересно. Ну вот возьмем, да, вот модель смотрим. Здесь уже вот 656. Что ж тут такое? Смотрим, что она же может. Ну тут вот секундная стрелка есть, минут. Ну все, так вот видно, дерево обработано, красиво, все. Ну это уже как художественное изделие такое.
Я сижу и думаю, что-то смотрю, это я немножко почитал насчет этих часов и все, и что-то я смотрю, маятник очень-очень короткий, что неужели может быть так, чтобы он имел такую длину? Ну-ка, где тут описание товара? Ну, 24 часа без подзавода. Что тут пишет ему? Ну, видите, что пишет человек. Оказывается, они приходят не в собранном виде. Ну да, человек имеет право, смотрите. Сначала вы должны их собрать воедино. Ну, все правильно. Вы просите почти 700 фунтов. Ну, 650 фунтов вы просите за изделие, которое приходит в виде конструктора, да? И если человек уже понятия не имеет с механикой, там как разбираться, все, то он, конечно, будет далек от этого всего. При том, что ему не понравилось даже качество изготовления, все. Ну что ж, облажался ты, парень. Хотя тут вот, ну, я смотрю, красиво все выглядит. А что другие пишут? Ну, этот вот очень доволен. Посмотрим. Ну, смотрите, сколько изделий у него. Разные есть. Такие, ну, красиво все. Надо сохранить ссылку. 285 продаж имеет. Вау, а ну-ка назад. Тимишоара, Романия. Это же моя страна. Молодец, молодец. Тот, кто сделал, ну, красиво. Что ж говорить. Походу, я смотрю так, что как бы маятники практически все одной длины. Так что думаю, что и механизм не очень отличается. Отличается форма, да, внешняя, там все, но сам механизм, сам принцип тот же самый, один и тот же. Ну да ладно с интернетом. Переходим. Вот такую модель я скачал. Не знаю, рабочая, не рабочая, что она собой представляет, но тут я смотрю, тут фанера на 6,35, а у меня материала на данный момент на 11,5. Поэтому все вот это вот буду переделывать под тот материал. Вернее, я уже переделал, скажем так, часть. Что мне здесь не нравится, да? Мне не нравится, ну, оформление, то есть сам циферблат. Ну, как бы очень такой вот тоскливый. Теперь далее что? Мне не нравится вот это вот крепление к стене. Как вот закрепить? Это что же, часы жестко закрепить вот так вот? Я думаю, что это как бы не очень хорошо. Ну, вот это вот надо закрепить, задебелить, а на ней стоит маятник. Нет, я не считаю, что так должно быть. Я это переделаю по-любому. Теперь, если смотрим, да, везде вот стоят, ну, пускай будет деревянные там или медные, латунные стержни, неважно, да. Но как бы все стоит вот
нету ни одного подшипника, да, то есть это все используется, скользит по дереву, да, может быть там есть какая-то смазочка типа вазелина, там что-нибудь такое, вот, ну, которая не пачкает деревянную поверхность, но все равно как-то вот ну, мне не нравится такое. Ну, почему не нравится? Потому что вот смотрите, да, часы все равно они будут, чтобы они имели ценность свою, да, вот как деревянные, да, вот их ценность именно вот в этой открытости, да, что вот, ну, видно все, как там крутится, эти шестерни, да, ну, на данный момент, допустим, пускай будет это фанера, да, ну, может быть не очень красиво, но если сделать деревянные, там все, отделку хорошую, то будет выглядеть все очень красиво, все шикарно будет. Есть вещи, которые, наверное, я сделаю, ну, вот это вот, да, к примеру, думаю, что из металла сделаю. Вот это вот. Быстрее всего, что тоже из металла сделаю. Поэтому как бы... что я хотел сказать, вот, да, насчет трения. В связи с тем, что часы открытые, пыль туда будет попадать. Из комнаты, там все. Ну, все равно пыли очень много. Где мы живем, пыли очень много. Поэтому рано или поздно она попадет туда вовнутрь, и это будет очень большая проблема, да, вплоть до того, что они окажутся неработоспособными. Поэтому я считаю, что надо все поставить на подшипники закрытого типа, и тогда они будут работать очень-очень долго. Ну, может быть, я не знаю насчет точности, потому что я, честно говоря, не очень хорошо представлял себе работу данного изделия. Ну, теперь я немножко разобрался с этим, чуть-чуть почитал Кана и как бы понял, в принципе, такие вот простые вещи, да, как вообще все это вот устроено. Так что я переделал, не закончил все полностью, но основную массу я переделал. Поэтому закрываем. Ну вот это я уже переделал под фанеру на 11,5 миллиметра. Ну, вот этот циферблат еще не переделал. Давайте-ка скроем его, чтобы он вообще нам тут не мешал видеть основные части, да. Ну, скажем так, да. Принцип работы данного механизма. Вспомнил. Вот не мог вспомнить, как называется вот эта вот шестерня. Храповик называется. Быстрее всего, что я ее тоже из латуни сделаю. Ну, смотрим так. Что мы имеем? Мы имеем вот груз. Соответственно, вот это вот у нас двигатель наматывается сюда, ну, скажем, пускай будет там, да, тросик, а потом под силой тяжести он отпускается вниз. Значит, вот этот вот двигатель находится на этой оси, где там ось это, вот она же внутри там, находится на этой оси, жестко закрепленный. И, соответственно, вот этот храповичок, он тоже находится вместе с этим двигателем заодно. Теперь давайте-ка просто возьмем, вот я попытаюсь так взять и так. И посмотреть вот так. Ну, не все. Не все смогу взять, вернее, слишком много, да, так. Ну ладно. Давайте-ка сделаем так. Вот это вот вскрыть. Вот, все нормально получилось. И теперь давайте посмотрим сюда. Вот принцип какой, да? Вот когда мы в эту сторону крутим его, да, вот в эту сторону, то есть наматываем нить сюда, то вот это вот постоянно вот входит в зацепление вот так, да, и не дает ей разматываться свободным ходом вот так.
вот этот храповичок, не дает разматываться. И, соответственно, если посмотрим вот так, да, посредством вот этого вот, что вот тут упор в этот храповик, соответственно, это колесо может продолжать вращаться. То есть вот груз, допустим, будет тянуть вот так в эту сторону, будет вниз тянуть, и, соответственно, храповик этот вот, его плоскость вот эта вот, будет упираться в эту штангу. И так как здесь есть у нас упор по размеру храповика, то не дает ему отскочить в другое место. И он, соответственно, вот будет упираться и будет через вот этот вот передавать на вот эту шестерню крутящий момент вот так вот. Надеюсь, постарался вроде бы объяснить нормально. И, соответственно, вот эта вот шестерня у нас будет, допустим, крутиться. Так, если это туда, значит, она будет в эту сторону вот крутиться. Ну, я тут вот не смог передать, вот установить и сопряжения такие. Вот я просто не знаю, как это сделать. Но сам принцип, да, такой, да, что вот этот вот будет крутиться вот сюда. Вот так вот. От него через вот эти вот. Сейчас. От него вот через вот эти вот шестерни на эту шестерню большую. И потом, соответственно, на вот этот вот, как его назвать? Вот эту вот. Не знаю, как правильно называется. Но суть в чем? Суть в том, что через вот этот тот механизм, да, он будет спускать, скажем, вот так вот, да, он станет в это, то есть вот отсюда маятник идет, вот, да, вот если мы видим, вот маятник будет, входит в зацепление вот с этой, как бы его с штангой, да, вот он сдвигает его сюда, и, соответственно, когда он его сдвигает, вот он его, допустим, поднял. Поднял, эта шестеренька, к примеру, сюда пошла вот так. Идет до туда, пока не упрется в это другое. И тут маятник наоборот срабатывает, и вот он вот так вот работает. Так, так, и отпускает потихонечку. То есть грузик будет потихонечку спускаться. Вот этот двигатель, он служит для того, чтобы маятник сам, то есть здесь движение должно быть рассчитано, усилия должны быть рассчитаны таким макаром, чтобы сообщать маятнику маленький дополнительный импульс, чтобы он просто не остановился. Потому что маятник в свободном качании рано или поздно он останавливается. Поэтому вот он будет передавать вот так, одновременно позволяя отсчитывать. Допустим, если это секундный маятник, то есть движение в одну сторону 1 секунда, движение в другую сторону 2 секунда. И, соответственно, будет передаваться, вернее, вот передается сюда вот тут чистая механика. Вот тут. Мы вот это вот, центральный вал, это у нас минутный вал. Все от него и пляшет. То есть от этого вала через вот эту вот шестерню, вот она жестко закреплена на вал, передается сюда, с этой маленькой на эту большую, и вот стрелка закреплена сюда. То есть вот я сделал соотношение, если мы посмотрим вот так, да. Вот сейчас час показывает, да, мы берем большую стрелку, крутим ее. Сейчас 2, 3, 4, 5 и вот 6. Вот так вот. То есть стрелка часов это чисто механика. Минутная, вот она получает, она рассчитывается вот эти вот движения в зависимости от маятника. Маятники, они, там есть фиксированная длины ихняя. Зависит из материала, которого сделано. Там есть много таких вот маленьких зависимостей, которые, в принципе, очень сильно влияют на точность. Но пока я в это углубляться не буду, я даже до этого маятника не дошел.
Сделаю сперва сам корпус и посмотрим там, как это все дальше реализовать. Не знаю даже груз из чего сделать. Я вот сижу и думаю, тут вот есть один груз такой, да? А второй для чего? Вот этот поменьше. Если кто-то, имеет опыт в этих делах, то было бы неплохо, если бы последовали какие-нибудь советы. Ну, вот это вот мы, конечно, тут вот переделаем по-другому, потому что, я имею в виду само крепление часов к стене по-другому. Ну, а так, в принципе, вот. Я до этого записал видео, 3 видео, как я переделал, это все заняло 3,5 часов. Выставил в интернете все, потом встал, подумал, что это все чушь, это одна вода. Кому интересно смотреть, как ты проектируешь. И поэтому я удалил все и решил вот так быстренько рассказать, что к чему. И то вот, вижу, заняло уже 20 минут. Все, спасибо вам за внимание.